Всем привет! Очередная камера видеонаблюдения с AliExpress, магазин AceCam. На просторах AliExpress один из тех магазинов, в котором есть основное оборудование по видеонаблюдению, которое реально работает нормально и по адекватным ценам. Ссылку я оставляю на камеру, переходите и там же присматривайте другие моменты. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. Такая вот коробка пришла немного поврежденная, но камера внутри целая. Камера XMI-евская. POE вариант. Чаще всего будут ее рассматривать люди, у которых есть уже дома система видеонаблюдения, в частности видеорегистратор, и плюс вам нужны, например, докупить камеры. Чем интересна эта камера? Тем, что она имеет функцию определения силуэта человека и включения записи по силуэту человека, и фиксация лиц людей. Небольшой корпус полностью металлический, литой. Попадать в воде, в общем-то, некуда, кроме, вот если передняя часть, камеру опускать в воду не стоит, а вот под дождем, под осадками она на это и рассчитана, может работать без всяких проблем и без всякой дополнительной герметизации. Температурные режимы от минус 40 до плюс 50 заявлено. Камеры, в общем-то, так и работают. Перегревов не встречается уже давно. С IP-камерами работают они в жару нормально. И в мороз они не замерзают до минус 40, а ниже я информации не могу вам дать. Один момент, что вот это все металл идет. Вот это металл, втулка металлическая. А здесь уже кронштейн, пятак сам из пластика. Видите, мощный толстый пластик. И сама зажимная гайка также пластиковая. Часто здесь не будешь регулировать. Один раз камеру настроил. Удобный кронштейн. Очень удобно его настраивать, если ты, например, на высоте. С высоты где-то настраиваешь. Одной рукой все это можно сделать. Зафиксировал, как нужно угол выставил. Не нужно, здесь нету переломного механизма, не нужно ничего фиксировать. Вот одной чисто гайкой. Камера POE и камера 12 вольт. То есть 12-вольтовая система подключаешь по 12 вольтам. POE 48 вольт по одному кабелю. Подключаешь в этот разъем. Данные и питание идет по одному кабелю на длину кабеля до 100 метров по POE. По 12 вольтам до 30 метров. При этом ты можешь подключать камеру напрямую к POE видеорегистратору. Без всяких вопросов. Какой кабель нужно, отмерил, обрезал, обжал. Как обжать RJ45 я также вам показывал, есть у меня видео на канале. Вдруг кому не дал ссылку, нужна ссылка на видео, спрашивайте в комментариях под видео, я читаю все комментарии и отвечаю. И подключаешь напрямую к видеорегистратору. Видеорегистратор с поддержкой силуэта человека и с фиксацией лиц также ты можешь заказать на этом магазине. На странице продавца есть выбор и есть вариант заказать с 8-мегапиксельной матрицей и с 4-мегапиксельной. С объективом 2,8 мм и 6 мм по объективам и разнице. И как вам выбрать объектив, также у меня есть видео на канале, ссылку оставляю. 2,8, сразу вкратце скажу, это широкий угол с низкой высоты, если вам нужно захватить большую территорию. 6 мм это узкоугольный объектив. Если камера у вас располагается на высоте, например, выше 3-го этажа, туда выше, то 6 мм, например, хочешь наблюдать за парковкой автомобиля, за парковочным местом, где установлен автомобиль, то у тебя камера наверху, 6-миллиметровый объектив нужно брать. Что 4-мегапиксельная камера, что 8 имеют интеллектуальные вот эти функции, которые я вам сказал, лица и человек. Я взял в этот раз 4-мегапиксельный вариант камеры с 2,8 мм объективом. Вся информация здесь по камере есть. Взял специально посмотреть, как будет работать именно 4-мегапиксельный вариант, на каком расстоянии будет она определять силуэт человека и фиксировать лица. В одном из прошлых видео я показывал подобную камеру от другого магазина, но 8-мегапиксельный вариант, также с лицами, с людьми. И та 8-мегапиксельная камера
на очень маленьком расстоянии фиксировала лица. Посмотрим, как будет справляться вот этот вариант. Камера аудио, микрофон имеем. Вот здесь в передней части отверстие маленькое. Динамика нету, но и не нужно, я считаю, для этой камеры. Обычный комплект, крепежный элемент и муфта на RJ45. Герметизируем этот разъем. Желательно крепить под камерой RS-предкоробку и туда все разъемы прятать. Многим интересно, но посмотреть внутренности какие в этой камере. Давайте посмотрим. Думаю, ничего нового интересного нету, но все равно. Крепляем переднюю часть, вот пластик. И здесь 4 винта. И по стандарту все внутренности камеры выходят вперед. Имеем винты с резьбой, не саморезы. Ну, здесь металлический корпус, поэтому я думаю, это дело понятно. И камера еще имеет 3 ночных режима, то есть она может по человеку, когда увидит человека, определяет его силуэт, включать белые LED-светодиоды, которые вот здесь вы видите 4. Получается, что у нас это светодиоды двойного назначения ИК и LED. То есть могут они в черно-белом режиме, в режиме ИК работать, а в цветном режиме камера, когда переходит, например, по человеку, поставили вы, может включаться их белая секция и светить белым светом. Вот, в общем-то, все внутренности камеры. Помодульно никаких заморочек. 3 модуля. Самый первый модуль с ИК LED светодиодами, с микрофоном установленным. Там все герметично, ничего не светится. В общем-то, кабель туда дальше герметизирован. Корпус полностью алюминиевый. Охлаждение камере будет. Герметичная толстая идет прокладка. Полностью она вот тут все герметизирует. То есть попадание воды практически в камеру невозможно. Конструктор, в случае чего можно заменить один из модулей, если вышел из строя. Обозначения, я думаю, там на них есть. Все по стандарту. Все на разъемах, все отключаемо, все взаимозаменяемо. Камера не имеет своего хранилища, не имеет слота под карту памяти, но данную камеру вы можете настроить на работу с компьютером, установив на компьютер программу CMS или VMS, кому как удобно, выделив папку для записи, и камера будет сохранять туда видео. Будет сохраняться видео с камеры. Также удаленно можете вы через программы CMS и VMS вести видеонаблюдение с компьютера, на камеру заходить через интернет. И также удаленно компьютер будет сохранять данные с камеры. Но идеальный вариант с видеорегистратора, как я вам сказал. Но вот покажу вам одиночное подключение. Одиночное подключение. POE блок питания, который также можете приобрести на просторах AliExpress, дешевле, понятно будет. 48 вольт, 0,5 ампера. Для одной камеры. Все просто. POE LAN. POE это у нас выход на камеру. Тот кабель, который я вам говорил, до 100 метров. Зависит от качества кабеля многое. А в этот разъем подключаем кабель от роутера вашего домашнего. И подключаем блок питания в розетку 220. Подаю питание. Камера, как обычно, загружается. Щелкает ИК-фильтром. Есть зеленая индикация на разъеме RJ45. И идет загрузка камеры. Динамика нету, голосовых никаких команд, звука не будет. Видеорегистратор XMI у меня не POE. Подключил я камеру через роутер в домашней сети. Видеорегистратор также подключен к роутеру. Поэтому жму на свободном канале плюс. Автоматический поиск, верхняя рамка. Ищет все камеры в домашней сети видеорегистратор, которые добавленные будут затемнены. Вот я уже вижу новую камеру с подсетью единица, у меня подсеть 0. Вот она, недобавленная, которая. 2 раза по ней кликаю, и по идее должна произойти адаптация под мою подсеть. 0. Должна единичка поменяться на 0. Да, автоматически роутер присвоил камере свободный IP-адрес. Готово. Пароль по умолчанию пустой, поэтому камера добавилась. Красочные цвета сразу видно. Видно, что подтягивают, работают. Кстати, запрос пришел на переключение на формат сжатия H265. Окей, подтверждаю.
современный формат сжатия. Ну, картинка среднего качества. Сразу видно, что вот разрешение не очень хорошее. Хотя вот на смартфоне, это я зашел на видеорегистратор и открыл камеру с приложения XMI. Можно так отслеживать через видеорегистратор. Все камеры будут у вас, все, которые добавлены. Можно камеру отдельно добавить в приложение XMI или ICC, как захотите. То есть, может она, как и самостоятельное устройство, также работать. Со смартфона вроде бы как и получше. Ну, скорее, может разрешение смартфона самого лучше, чем вот моего монитора. Если хотите, сразу скажу, лучшее разрешение и совет мой вам сразу при выборе из вот 4-мегапиксельная камера или 8-мегапиксельная. Если вы с большой высоты будете камеру ставить, то берите однозначно 8 мегапикселей. Или же с малой высоты, но вы будете следить за предметом, который не рядом, а где-то далеко, также берите 8-мегапиксельный вариант, потому что в записи или даже вот при таком вот цифровом зумировании или с видеорегистратора, или же со смартфона, просто вот так взять картинку и приблизить, на 8-мегапиксельном варианте у вас будет предмет намного четче, чем вот на 4-мегапиксельном. Если у вас цель стоит видеонаблюдения где-то рядом, двор частный, вот так вот, в пределах 20 метров, вот женщина идет, и сейчас вполне она различима, то не загоняйтесь, потому что 8-мегапиксельная камера дороже, соответственно. То есть смотрите все от ваших надобностей. Есть еще вариант заказать камеры с Sony матрицами. Sony матрица, конечно, там картинка намного лучше, дневная, ночная. Но опять же ценовой диапазон. Поэтому показываю вам бюджетный вариант, 4 мегапикселя. Давайте посмотрим по характеристикам на 16 канале. То же самое вы можете производить, смотреть характеристики, менять разрешение на компьютере. Программы CMS, VMS и веб-интерфейс камеры также. 4 мегапикселя, и смотрите, вариант есть смены разрешения, уменьшение 3 мегапикселя, 2 мегапикселя, 1 мегапиксель. Если вам это нужно. При 4 мегапикселях 20 кадров в секунду в максималке. Видеозвук в двух потоках, формат сжатия H265 новый и 265X старый формат сжатия. По тревоге, по тревожным настройкам на 16 канале тестовые люди, именно силуэт человека, камера будет по силуэту человека включать запись на жесткий диск видеорегистратора, включать запись на компьютер, где вы будете сохранять. И тест лица. Можно включать, тест лица можно выключать. Нужно, чтобы видеорегистратор также поддерживал эту функцию. Нажимаю, вызываю тест лица. И вот 16 канал, в правом углу строка «Сохраненные снимки». Ну и также запись на жесткий диск будет идти по тесту лица. Посмотрим на каком расстоянии, но я думаю тоже недалеко, в пределах вот, наверное, 10 метров по максимуму будет работать определение лица и сохранение вот на видеорегистраторе и в запись. Как это выглядит? Включил я сейчас запись жесткого диска, тут немного что я записал. Зеленая сейчас это постоянка, а потом я включил по тревоге. Красная вот внизу. Ну и можете послушать качество микрофона, качество записи звука. Очень качественный звук, чувствительный очень микрофон. И вот сейчас воспроизводятся с жесткого диска тревожные моменты по лицу и по силуэту человека. Очень классный звук пишется. Четко человек идет, разговаривает по телефону, и запись сохранилась, о чем говорит. Все можно различить. Ну и шум проезжающих автомобилей. Ну, это я ходил, тестировал на тест лица. На каком расстоянии она пишет. Ну, говорю, что недалеко. Недалеко, вот в пределах 10, наверное, метров. Ну, чем ближе, понятно, тем четкость лучше. Распознавание лица, номеров автомобилей будет и распознавание мелких деталей. Если хотите, чтобы еще было лучше распознавание, то 8-мегапиксельный вариант. Больше разрешения,
больше вот именно детализация, лучше детализация. Среднего уровня картинка с камеры, что дневная, что ночная. Но ночная, я вам скажу, что такой ценовой диапазон примерно на всех камерах, вот именно то, что вы сейчас видите. Сейчас на улице и туман, проезжающие автомобили, проходящие люди плывут. Не статические предметы, предметы в движении, ну как на бюджетных камерах привыкли видеть, немного тянутся. Что понравилось в этой камере, это как я рассчитывал это увидеть, в общем-то я это и увидел. Чувствительность на обнаружение силуэта человека на приличном расстоянии для камер данного ценового диапазона. И учитывая, что у нас в этой камере установлен объектив 2,8 мм широкоугольный, камера захватывает широко. Соответственно, при установке этих объективов с функцией, вот, например, отслеживания силуэта человека, в основном камеры не обладают большой чувствительностью по отслеживанию силуэта. Эта камера на хорошем расстоянии отслеживает человека как днем, так и ночью. Ночью тоже это показатель. Не на том расстоянии, как днем, но на приличном также. И что очень понравилось, что в этой камере фиксация лица человека происходит тоже на большем расстоянии, чем вот я тестировал одну из прошлых камер. Идеальный вариант. Данная камера подходит вот для какой-нибудь проходной, для частного двора, для улицы, где вам нужно фиксировать проходящих людей. Ну и некоторые моменты можете поставить вот по лицам. Фиксирует лица, и за день вы можете выбрать, посмотреть. Еще один момент по LED светодиодам и 3 ночных режимов. Можно переключать в приложении на смартфоне, можно эти режимы включать-выключать на компьютере, программа CMS, VMS. Также на регистраторе это можно делать. Раздел IPC. Полностью заходим в меню камеры. Здесь поканально у нас можно посмотреть версию прошивки, дату сборки камеры, в настройках изображения отрегулировать яркость, контрастность, цветность дневной картинки, например, если вам все это нужно опрокинуть, различные настройки есть. И вот, кстати, определила силуэт человека, вон человек пошел, и включила LED светодиоды. Включать и выключать именно 3 ночных режима мы можем вот в меню «Свет установлен». И также задавать время освещения, задержки включения LED светодиодов и цветного режима ночного. Порог также можем выставлять. Smart Alert — это именно переключение вот по чему. По человеку я поставил, работает по человеку. Поставил по всем движениям, убрал человека. Будет и на машину реагировать, переключать, включать белые LED светодиоды и на любые движения. Smart Infrared ставим, пропадает у нас время задержки, все, применяем. И камера не будет включать LED светодиоды, не будет переходить в цвет. Будет как обычная камера видеонаблюдения работать с задействованием секции ИК светодиодов. 4 LED ИК светодиода двойного назначения установлены в камере. Кстати, довольно-таки хороший желтый свет исходит из этих LED светодиодов. Вот осветить темную какую-то поверхность, мокрую поверхность желтым светом, не синим, а чисто таким вот желтоватым, как дневной свет солнечный. Вполне таки нормально, с небольшой, понятно, высоты. С большой высоты не хватает мощности этих LED светодиодов, а вот как небольшой там 10-ваттный, например, прожектор осветить перед въездом, вход в калитку, в дом, очень таки нормально. И работает все в автомате. Задержку поставили и работает. Вот в этой камере я заметил, что звук подтягивают, микрофоны как-то программно, видно, настраивают, что уже более-менее, уже более реалистичный звук идет в записи. По тесту лица фиксирует лица вот на расстоянии где-то 10, наверное, 10 с лишним метров. И ночью также. Вот ночные. Перешла она в цветной режим и фиксировала в цвете. Расплывчато понятно. Но в записи там можно сделать стоп-кадр, посмотреть. И также вот фиксировала лицо и в черно-белом режиме. Вот одна фоточка в черно-белом. В разных режимах фиксирует лица. Также вот ночью. Это тоже неплохой показатель. Потому что есть у меня камеры, которые днем плохо,
И они имеют функцию фиксации лица человека, но чувствительность плохая, а ночью практически не фиксируют. Конечно, идеальная работа этой камеры будет в системе видеонаблюдения вашей, состоящей из видеорегистратора и вот нескольких таких камер, развешанных на территории. Очень будет классно. Ну и также камера может работать сама. Очень еще порадовало, что есть возможность смены разрешения. Если вы приобретете 8-мегапиксельный вариант, также можно будет уменьшать разрешение 5, 4 мегапикселя, 3, 2, 1 мегапиксель, то есть в таких вот диапазонах, в пределах. Так что переходите по ссылке, приобретайте, ну, наверное, все-таки 8-мегапиксельный вариант, кому нужно хорошее разрешение и хорошая детализация с картинки. Кого устраивает такой вот вариант 4-мегапиксельный, можете приобретать, он будет дешевле вам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк под видео обязательно, пишите свой комментарий. Обязательно помогайте продвигать видео и развиваться каналу. В дороге очень много интересных камер еще будут, еще обзоры. Также подписывайтесь на телеграм-канал, Facebook, Instagram. Все, что удобно, кому удобно. Все ссылки в описании к видео. Всем удачи, до следующих видео.